Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу, как я обрезаю трехлетний куст крыжовника. Я уже показывал в своих видео, как я обрезаю более взрослые кусты, более молодые. Но крыжовник — это такая культура, которая требует ежегодной обрезки, начиная примерно с трехлетнего возраста, которая не позволяет крыжовнику слишком загущаться, разрастаться и способствует тому, что вы ежегодно будете собирать большой урожай, причем крупной ягоды. Не то, что там мелочь какая-то вырастает. Вот когда крыжовник старый, его никогда не обрезают, не подкармливают, вообще за ним никак не ухаживают. Как правило, ягоды мало, она мелкая. Если еще крыжовник колючий, то, конечно, и собирать ягоду с такого куста будет очень сложно. Я буду обрезать сегодня также колючий крыжовник и расскажу вам основные моменты, как это правильно сделать, чтобы у вас всегда было много крупной ягоды. Крыжовник достаточно рано весной просыпается, и после раскрытия почек его уже нежелательно трогать и обрезать. В этом случае ему наносится достаточно большой урон из-за того, что сокодвижение уже началось. Поэтому я рекомендую вам обрезать крыжовник, жимолость и смородину, а также малину осенью. Выбираем хороший погожий денек, например, как сегодня, и начинаем заниматься обрезкой. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это нижняя часть, то есть основание куста. Крыжовник обычно дает очень много поросли молодой, которая из года в год загущает растение. Поэтому нужно в первую очередь вырезать вот такие вот, видите, он без макушки, обломанный побег. И вот смотрите, здесь еще растет два молоденьких побега. Они достаточно сильные, хорошо развитые, но я их все равно удалю, потому что, смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5 стеблей в этом кусту. Соответственно, 7 стеблей будет уже много. Поэтому как можно ближе к земле я эти побеги вырезаю. Желательно, конечно, не оставлять пеньки или делать их как можно меньше. После того, как вырезали всю лишнюю поросль ненужную, смотрим на боковые части растения. То есть все, что опускается до земли, все сухие побеги, а также мешающие, может быть, вам для проходов, если у вас рядом дорожки, тоже удаляем. Вот смотрите, вот характерный вниз растущий побег, его я тоже удаляю. Если слишком длинно отросли побеги и они склоняются до земли, то я их рекомендую укорачивать. Вот смотрите, тоже вниз направленный побег, тонкий, он не нужен. Так же, как и вот этот. Вот смотрите, вниз побег растет, абсолютно нам не нужен. Вот также вниз свисающий побег, я его просто укорачиваю. Также удаляем все сухие, обломанные побеги, либо слабо развитые. Вот смотрите, вниз растет побег, он нам тоже не нужен. Вот еще вниз побеги растут, они также не нужны. А вот этот побег слишком длинный. Летом он наверняка в следующем году опустится до земли, либо обломается под тяжестью урожая. Поэтому я его укорачиваю. Вот таким способом, оставляя боковой побег для роста в следующем году. После этого осматриваем середину куста. Она должна хорошо проветриваться, так как крыжовник, особенно старые его сорта, склонны к заболеванию мучнистой росой в условиях, когда они сильно загущены. Поэтому центр куста стараемся прореживать, удаляем
лишние и растущие внутрь побеги. Режьте смело, удаляйте, не бойтесь, это никак не повлияет на урожайность, а только ее улучшит. Вот смотрите, центр куста свободный, и здесь будет все хорошо проветриваться, а также ягодки, которые будут, так скажем, на побегах наверху, и если они в центр куста опустятся, то они будут хорошо освещаться солнцем. И несколько слов я, конечно, скажу об опоре, которую вы сейчас видите. Я ее сделал из пластиковых труб, а также у меня есть видео, как это сделать. Это очень легко, быстро делается, дешевый вариант и очень надежный. Эта опора не сгниет, не заржавеет, так как она пластиковая. И она хорошо держит растения, не дает побегам ложиться на землю. Соответственно, даже если зимой выпадет много снега, эти побеги не обломаются, так как у них есть надежная поддержка и опора в виде вот такого вот замечательного круговой опоры, которую я сделал своими руками. Есть видео, посмотрите, как это делается. Это несложно. Если ваш крыжовник в течение лета сильно болел, на листьях были пятнышки, листья осыпались и плоды были поражены, то, скорее всего, он болел мучнистой росой. Это такое грибковое заболевание. Поэтому я вам рекомендую, в случае, если растение болело, осенью обязательно его обработайте. Обрабатывать можно любым фунгицидом, который найдете в продаже. Главное, чтобы он хорошо воздействовал на грибковые болезни. Это может быть топаз, это может быть хом, либо другие препараты, которые можно использовать в осенний период. Также, если ваше растение плохо росло, слабо развивалось, то, возможно, ему нужна подкормка. Если хотите, в осенний период также можно растение подкормить. Можно внести золу, крыжовник это очень любит. Можно внести под растение взрослое примерно по одному ведру хорошего качественного перегноя, либо компоста, рассыпав его в приствольный круг под растением. Это будет хорошая осенняя подкормка. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было вам интересно, полезно. Если у вас остались вопросы после просмотра, обязательно задавайте их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашим опытом выращивания либо обрезки крыжовника. До новых встреч, всем хорошего, пока-пока.